Приветствую, братва, с вами Сники Джо, и добро пожаловать на колхозный обзор карты захвата Blackmagic Design Intensity Pro 4K. Карта, на которую я возлагал огромные надежды, что она позволит мне записывать мой геймплей в Full HD 60 FPS с офигенным качеством и офигенным FPS, соответственно. И сейчас давайте посмотрим, как выглядит эта коробочка и что у нее внутри. Как вы можете видеть, карта захвата имеет огромное количество поддерживаемых разрешений и вариантов частоты кадров. Также имеет аналоговые выходы для оцифровки VCH кассет. И на одной из сторон ее коробки вы можете видеть, что она, в общем-то, ориентирована на геймеров. Что, в общем-то, отчасти является лукавством. Заявлена поддержка огромного количества программ, но на самом деле это все херня, ибо для этих программ доступно всего лишь открытие форматов, которыми пишет эта карта захвата. Или использование этой карты захвата в качестве источника. То же самое, что захват экрана или захват через Avermedia, то есть ничего такого особенного. Внутри коробки мы можем наблюдать вот этот вот толстый аналоговый кабель с большим количеством тюльпанов. Будет очень прикольно его повертеть в руках всем тем, кто занимается оцифровкой старых VCH кассет. Здесь, соответственно, имеется маркировка того, за что каждый тюльпан отвечает на этих входах. Тюльпан на видео, тюльпан на аудио, тюльпан еще на какую-то хрень. В общем, это нас сегодня мало интересует, потому что мы живем в цифровую эру. Далее давайте ознакомимся с содержимым вот этих вот конвертиков. Их тут две штуки, один коричневый, другой серо-черный какой-то, и здесь приветственное слово. И сразу же в глаза бросается то, что здесь имеется SD-карточка, на которой находится предустановленный софт. Долой драные компакт-диски, у кого сейчас в компе есть дисковод? Вот именно так надо распространять программное обеспечение на картах на 4 гигабайта 10 класса. Я считаю, что это очень офигенное решение, и за это надо отдать Blackmagic Design должное. На этой карте находятся драйвера и программное обеспечение, которое идет в комплекте. И они заявляют о том, что эта штука очень хорошо подойдет для современного телевидения и всего такого. Во втором конвертике нас тоже ожидает карта памяти, соответственно, здесь имеется тулза, которая называется DaVinci Resolve. Это эдакий аналог Sony Vegas, который позволяет редактировать видео, и они акцентируют свое внимание на цветокоррекции для ваших видеофайлов. Опять-таки карточка на 4 гигабайта 10 класса, залоченная от записи. На этом давайте покончим с конвертиками и перейдем непосредственно к самому вкусному, самой карте захвата. Сейчас я очень неаккуратно порву этот желтый стикер, и давайте посмотрим, что она из себя представляет. И выглядит она вот так. Маленькая зеленая непримечательная плата с вентилятором, насаженным на маленький радиатор. Эта херня во время работы очень громко шумит. Настолько громко, что я слышу ее за 6 моими вертушками Noctua на 140 мм. Ну и конечно же на передней панели отсутствуют маркировки HDMI in и HDMI out. Так что, чтобы правильно впихнуть нужный провод, вам придется обратиться к мануалу или тыкать вслепую. Наше любимое занятие. Кстати, я забыл один из проводков аналоговых достать из коробки, но я думаю, что кому надо, тот загуглит. После того, как я получил свою Avermedia несколько лет назад и начал заниматься ютубом, я довольно много узнал про мир аппаратного энкодинга. И несмотря на то, что современные процессоры и видеокарты умеют выполнять аппаратный энкодинг самостоятельно, я все-таки решил, что имеет смысл взять эту карту захвата, потому что я хочу снизить нагрузку на свою пекарню во время записи и делать охеренного качества видео. С охеренным качеством видео все в порядке, однако снизить нагрузку на пекарню не получилось. Эта карта захвата лишена аппаратного энкодера, и поэтому она задействует всю пропускную способность, которую вы можете ей скормить. И соответственно она требует довольно быстрый носитель данных. В связи с тем я решил приобрести себе SSD-шечку, на которую я буду писать все это барахло, ибо на простой и жесткий диск скорости записи банально не хватало. Эта SSD-шка от Radeon является самым оптимальным выбором по соотношению цены на гигабайт пространства, и именно поэтому я выбрал ее. Мне казалось, что почти 500 гигабайт данных мне вполне должно хватить, чтобы записывать lossless видео для вас, ребята. Ну а теперь давайте перейдем к софту, который сопровождает эту карту захвата. Начнем, пожалуй, со скучного. Blackmagic Multi-Bridge Utility. Это как раз та штука, которая позволяет вам сконфигурировать ваши аналоговые входы на этой карте захвата. Будет полезно тем, кто занимается оцифровкой старых видео или работает на телевидении, но нам это мало интересно. Далее идет Blackmagic Desktop Video Utility. Здесь вы можете посмотреть и настроить все ваши девайсы от Blackmagic. К сожалению, конфигурация ограничивается только выходными параметрами.
Так что эти пункты меню имеет смысл использовать только если вы хотите, например, с 4К до Full HD видео перевести без какой-то нагрузки на основное железо, что, в общем-то, по-моему, идиотизм. Но, как знать, может быть, кому-то из профессиональных работников сферы видео это прокатит. Я же для себя здесь ничего такого интересного не нашел. Далее идет интересная штука – Disk Speed Test. С ее помощью вы можете протестировать ваш носитель информации, в моем случае это та радеоновская SSD-шка, и посмотреть, с какими форматами видео этот носитель справится, то есть будет ли он выдерживать скорости, которые требуются для записи того или иного разрешения и частоты кадров, а также формата пикселей. Как вы можете видеть, только в одном формате и разрешении я могу писать Full HD 60 FPS. Это вот этот вот формат, на котором две зеленые галочки рядышком. Соответственно, справа в столбцах написана частота кадров в секунду, которые вы можете записывать и читать. Далее давайте посмотрим на Blackmagic Leaf K, который не поддерживается этой картой, но все равно идет в комплекте ПО. Ни хера не запускается. Ну и есть такая штука, как DaVinci Resolve, которая является аналогом Vegas, про который я уже до этого говорил, и которая грузится драных 5 минут. Я вас избавлю от ожидания и замонтирую эту часть так, чтобы она не занимала слишком много времени, но вообще это довольно тоскливое времяпрепровождение. Ну и сейчас давайте просто пробежимся по интерфейсу этой программы, чтобы если кто-то будет смотреть это видео из русскоязычной аудитории, вы могли понять, какого ляда от нее можно вообще ожидать, просто по тому, какие менюшки здесь присутствуют, что здесь написано и какие здесь есть картиночки. Мне самому этот инструмент осваивать, откровенно говоря, лень, да и Vegas у меня, в общем-то, имеется, поэтому я не буду заострять на этой тулзе свое внимание лишний раз. Но выглядит оно как стандартный редактор видео, и я сомневаюсь, что у людей возникнут трудности с освоением его инструментария, потому что все выглядит довольно интуитивно понятно. Ну и теперь, когда я 7 минут конопатил ваши мозги, давайте перейдем к самому главному. Blackmagic Express. Media Express, если быть точным. Вот это как раз та самая штука, с помощью которой выполняется запись. Здесь имеется парочка вещей, которые нас в общем-то не интересуют, они для работы с кассетами и для воспроизведения записанных здесь видео. Самое интересное находится во вкладке Log and Capture. В левой части окна находятся наши проекты, и давайте просто пойдемся по менюшкам. Стандартное открытие и сохранение скриншота, а также включение захвата. Имеются небольшие опции редактирования, а также редактирование настроек этой карты. По ним я пройдусь чуть-чуть попозже. Вы в процессе записи клипа можете отмечать ключевые точки, а также воспроизводить все это барахло или как-то там редактировать, в общем, херня. Ну и, конечно же, бесполезная помощь, которая просто показывает версию. Далее парочка ничего не значащих кнопочек, ну и, наконец-то, переходим к тому, что нас интересует. Справа снизу вы можете видеть уровни звука, которые подаются на HDMI, и если я, например, включу сейчас музычку, то все это будет прекрасно, наглядно видно. Конечно же, вы можете через аналоговый вход подключить микрофон, но через цифровой метод у меня это сделать не получилось. А теперь давайте займемся настройками, которые, кстати, можно вызвать кликом в левой нижней области проги. Нам снова дают посмотреть на разрешение, вариант развертки и частоту кадров, которые поддерживает эта карта захвата, а также на профили кодирования, то есть на контейнеры данных, в которых будет производиться запись. Как вы можете видеть, я пишу на свой радеоновский SSD-шник, чтобы получить максимальную скорость, и также я поставил галочки остановки записи в случае потери кадров. Очень многие люди вайнят на то, что у них здесь работает только какой-то один из форматов, и тот, который я выбрал, AV10-bit YUV, является самым распространенным из рабочих. Однако есть также Motion JPEG, а также AV10-bit RGB, который является предпочтительным для нас. Однако я буду использовать AV8-bit UAV для того, чтобы просто меньше нагружать SSD-шник, потому что 8 бит это все-таки на 2 бита меньше, чем 10, а учитывая количество пикселей, мы имеем большую жопу. И да, я знаю, что это формат, который используется на телевидении и для простой записи мало приемлем, но тем не менее это мой способ сэкономить. И вот сейчас, спустя несколько секунд, запись крэшнулась. Произошли потери кадров, из-за которых, собственно, запись остановилась. И если вы посмотрите, с какой скоростью сейчас идет запись на этот SSD-шник, 205 мегабайт в секунду с пиком до 500 мегабайт в секунду. Повторюсь, запись остановилась из-за вот этих вот галочек, из-за верхней Stop Capture if dropped frames are detected. И если бы ее не было, то видео бы начало лагать. Оно бы лагало просто ужасно.
И давайте я даже покажу клип, который заснят этой картой захвата. То есть вот офигенные детальки, офигенный FPS, но через 20 секунд, если эти галочки не стоят, начинается ад и Израиль просто. Лагает видео, лагает звук, непонятные какие-то рывки. Вот посмотрите, это реальная запись того, что выдает карта захвата. Я, кажется, здесь использовал 10 бит, но симптомы абсолютно такие же, как для 8 бит, так и для 10 бит в любом контейнере. Низкий FPS, потеря кадров. Одно огромное ужасное лагалище, которое совершенно непригодно для записи. Но при этом процессор и видеокарта не нагружаются, что в общем-то круто. Продолжая тему геморроя и захвата, вы не можете здесь выбрать другие варианты захвата, которые у вас имеются здесь. Если вы это сделаете, то вы увидите черный экран и неспособность захватить что-то еще. MediaExpress обнаруживает, какой формат видео подается ей через HDMI и запрещает просто применять другие форматы. Несмотря на то, что они там есть, хер вам, а не выбор другого формата, который отличается от того, что вы подаете по HDMI. Соответственно, что бы я ни делал, единственный вариант заставить все это барахло работать, это был использовать Motion JPEG, который в общем-то является другим контейнером. Если мы посмотрим на список контейнеров, то здесь имеется 3, которые работают восхитительно. Охеренная частота кадров, охеренная цветность, красиво, плавно, все замечательно. Но лагает через 20 секунд, потому что одной SSD-шки не хватает. Но есть еще AV Motion JPEG. Эта штука будет работать даже с простым жестким диском. По крайней мере, обычно она с ним работает. В моем случае, после того, как я нажал на запись, она вылетела буквально через несколько секунд. У меня удавалось держать Motion JPEG в районе 20 минут, но, в общем-то, это не самый классный формат для записи видео, потому что в нем урезанная цветность. То есть темные цвета более темные, а яркие цвета не являются такими яркими. Можно было бы оставить эту карту писать Motion JPEG на постоянной основе, однако она все равно крэшится. То есть вот этот MediaExpress ломается через буквально 20 минут, и запись теряется, вы больше не сможете ее смотреть. Почему они не могут писать в FLV на такой случай, я понятия не имею. Еще один момент, про который я должен сказать, это то, как настроить вывод с вашей видеокарты на эту карту захвата. Это для тех, кто, возможно, случайно купит эту карту захвата для своих целей и будет интересоваться, как же, настроить эту херню, чтобы она мне не интерлифт видео выдавала, а что-то нормальное. Нам нужно настроить количество битов на пиксель на экране, а также настроить формат вывода изображения и формат пикселей. В нашем случае мы идем в свойства цифровой панели и выделяем монитор, на который прицеплена эта карта. В моем случае я дублирую выход на Blackmagic Design HDMI, и выбираю для этой карты 8 бит на пиксель. У меня все это замечательно моргает, восстанавливается. И сейчас давайте пройдем дальше к следующему пункту, который нам необходимо настроить. Это как раз Color Pixel формат. Его тоже нужно настроить, чтобы карта захвата его жрала. Да, кстати, я сейчас пишу через видеокарту, и поэтому видео такое дерганое, но в общем-то суть будет передана. Применять это изменение я не буду, чтобы еще более дерганую херню не получить. Далее я иду в свойства HDTV поддержки и выбираю стандартный формат вывода Full HD 60 FPS на 60 Гц. Именно после этого у меня завелся MediaExpress. Вы также в свойствах монитора еще можете выбрать частоту обновления, которую вы будете кормить этой карте захвата. Однако именно так это все заводится. У многих людей без этого эти пункты меню, кроме UIV 10 бит, не работают. Ну и форк Blackmagic Design тоже отжег. Мало того, что здесь нельзя использовать никнеймы, приходится использовать свои реальные имя и фамилию. Так тут еще поголовная анальная модерация всех постов, и они публикуются спустя пару часов после написания. Еще мне сказали, что с моими скоростями SSD-шки все это не будет писаться в том качестве, которое мне нужно, а также я могу пойти и трахнуть себя, потому что единичный комп не будет тянуть запись с этой картой захвата. Лучше энкодить то, что я пишу в процессе, или же писать с помощью второго компа, а для геймера это не вариант. Благо, именно как источник видео, эта карта без геморроя вообще настраивается. И видео она захватывает так же хорошо, как и, например, прямая запись с видеокарты. И как итог, ребята, я имею здоровенный дорогущий кусок железа за 15 кусков, который я могу засунуть себе в задницу. Благо, в этот раз я не полную сумму за него отдавал, мне очень сильно помогли мои зрители в очередной раз, и особая благодарность, конечно же, кисленькому лимончику, который, по сути, скинул мне треть стоимости этой карты. Я не знаю, может ли она мне пригодиться на текущем уровне моего развития или нет,
Я, в общем-то, надеюсь, что мне удастся или вернуть ее, или в будущем, когда я буду дальше расширяться, я смогу найти применение. Потому что сейчас, как многие из вас могут знать, я уже нашел применение старой Авермедии, которую я обосрал, и от слов, про которую я не отказываюсь. Однако время не стоит на месте, софт улучшается, и один из вариантов развития событий это то, что вот этот вот хлам, который, напомню, очень сильно жужжит, лагает при записи на одну SSD-шку, но, в общем-то, пишет красивую картинку, если это не Motion JPEG. Вот, я надеюсь, что этот хлам мне в будущем как-то пригодится, или я смогу его вернуть. Кажется, я уже слишком много повторяюсь, поэтому всем пока, всем удачи. Меня зовут Сники Джо, и если вам понравилось это видео, выполняйте ютубовскую рутину. Как-то так.